Мужчины любят жаловаться. Я бы даже сказал, они жалуются постоянно, маскируя это под что-то другое. Часто это очень сложный код, который нужно разгадывать вместе с мужчиной, чтобы понимать, как он им пользуется и как он зашифровывает свое желание жаловаться, свое желание просить о помощи, свое недовольство, свое страдание, свои невозможности, тупики и то, как ему тяжело, или просто все это проходить, выдерживать и идти дальше. Сегодня мы начинаем рубрику «Мужчины жалуются». Я думаю, мы будем возвращаться к этому каждый раз, когда будет немножко понятнее, как себя чувствуют мужчины на самом деле. Каждый раз, когда мужчина пытается быть мужчиной, он спотыкается о необходимость одновременно с тем, что он чувствует, одновременно с тем, с чем он сталкивается, держать какой-то образ, который сформировался очень рано. Образ, в котором, в отличие от женщины, всегда существовало требование быть кем-то. То есть быть просто физически, присутствовать, жить в этом мире и как-то справляться с какими-то задачами, трудностями. Такого тела у мужчины нет и не было. С самого детства мальчиков обучают быть какими-то. Связывают это с профессией, связывают это с какими-то функциями, с какими-то местами, с какими-то ожиданиями. Мужчина, которого воспитывали традиционно с ожиданиями, с требованиями, пытается в дальнейшем всю свою жизнь закодировать таким образом, чтобы эта цель была достигнута. Даже если он идет совершать какие-то противоправные действия, он и там пытается быть лучшим, иметь какую-то позицию более сильную, зарабатывать больше, создавать больше. Это вечное желание мужчины, которое, как мы сказали, родилось в детстве через ожидания других. Его родителей, его семьи, его истории, наполненной другими мужчинами, может быть, их подвигами, их решениями, их статусом. И благодаря тому, что у мальчика в детстве параллельно с требованием других развивалась собственная фантазия о своем месте в судьбе других людей, о своей власти, о своих взаимоотношениях с людьми, где он выполняет роль, раньше можно было бы сказать, героя, спасителя, мецената, того, кто осуществляет какое-то очень сложное дело. Сейчас же, когда женщины могут зарабатывать порой больше, чем мужчины, где счета оплачиваются пополам, где подать женщине руку может означать унижение женщины. Расстановка сил поменялась. Теперь мужчина – это мужчина-волшебник, который как будто выбирает волшебство по своему усмотрению.
Это очень важный момент для понимания внутренней борьбы каждого мужчины. С одной стороны, на него давит требования других, с другой он освобождается или компенсирует это проявлением собственной воли в местах, где от него этого и не ждут. То есть, грубо говоря, он делает что-то вероломно, то есть не спросив никого. И это дает ему компенсацию и облегчение, которое он очень ценит и без которого не может жить. Это идея о свободной воле мужчины. И, конечно же, эта идея мифична, она фантазируется сейчас в гораздо большем объеме, потому что многие функции осуществляют за мужчину машины, приборы и другие люди. Все, что осталось у мужчины, это поле волшебства, где он, как волшебник, обладает абсолютной властью. Он дарует чудо. Он чудотворец. Он делает то, о чем не просили, но что должно произойти волшебным, мистическим путем. Например, мужчина хочет сделать женщине подарок. Пусть какой-то банальный, пусть какой-то незначительный. Или наоборот приуроченный к какой-то дате, какому-то событию и очень ожидаемый. Он этот подарок готовит, он его как-то планирует преподнести, он в голове своей придумывает целую драматургию того, как он будет этот подарок вручать и как должна реагировать женщина на его приношение, на его дар, на его чудо. Это может быть что-то, что женщина просто заказала. Например, новый телефон. И мужчина согласился его купить. Но к этому телефону он покупает еще чехол, в котором, по его мнению, женщина хочет носить этот телефон. К сожалению, чехол этот может быть некрасивым, неудачным с точки зрения самой женщины. Или она хочет носить его без чехла, а мужчина как раз хочет уберечь свои инвестиции от повреждения. И вот он звонит в дверь, она открывает дверь, она в предвкушении подарка, или наоборот, она ничего не знает о нем. Мужчина его достает, дарует. И женщина, например, спокойно, холодно реагирует. Просто берет, ставит на стол, говорит спасибо. Или чехол, который он подарил, ей совершенно не нравится, и она тут же говорит об этом. Ой, какой красивый телефончик. Ой, а что это? А почему он черный? Ты же знаешь, что черный цвет я не люблю. Что ты сделал? Зачем ты его купил? Может быть, он хотел бы сказать: послушай, телефон дорогой, одень ты чехол на время, когда появятся чехлы другого качества, другой формы, потому что телефон только вышел, еще нет чехлов на него. Мы потом дозакажем, но сейчас походи с этим, побереги его. В этот момент фантазия разрушается. Мужчины очень много, я бы сказал, постоянно упоминают о том, что с современными женщинами очень трудно жить в фантазии. Женщины могут заменить мужчину, женщины могут сами себе приобрести
очень многое. Женщины могут обесценить то, что сделал мужчина, потому что на многие вещи есть ценник. Раньше, во времена Советского Союза, мало было просто купить товар. Еще нужно было его найти. Был дефицит. Нужно было обладать определенными связями, чтобы купить какую-то ценную вещь, какую-то иностранную вещь. Ну и, конечно же, по высокой цене, потому что, как правило, дефицит еще и стоил дорого. Сейчас же вещи продаются либо престижные, которые стоят дорого, как правило, но доступ к ним свободен для всех. И для бедных, и для богатых. Вопрос только цены, ну и локации этого какого-то магазина. Мужчина больше не нужен как добытчик чего-то конкретного. Главное, чтобы он деньги приносил домой. Вот так приблизительно усекается, урезается функциональная задача мужчины. А как мы помним, из самого детства у него одновременно развивалось два мотива. Достичь чего-то, быть кем-то, так как ожидали его близкие, и свободно творить свою волю. То есть каждому действию добавлять что-то свое, свой какой-то характер, свой оттенок. И это, конечно, должно быть принято кем-то. Если мужчина не получает этого, он, скорее всего, будет делать революцию. Он будет спиваться, он будет унижать и обижать других. Проявление свободной воли – это как надпись на торте. Вот он торт, а надпись творит мужчина. И что он напишет на нем? Это его свободная воля. Конечно, мужчина может отказаться от этой воли ради женщины, ради любви к женщине. И это будет его тоже свободная воля отказаться от собственной воли. Но обязательно надо, чтобы мужчина это пережил. И вот что происходит сейчас? Мужчины жалуются на то, что недостаточно с женщинами есть фантазий, вовлекающих мужчину проявлять собственную волю. Я бы сказал, в этом месте мир перевернулся. Для мужчины свободно на собственном основании поступать, конечно же, в разумных рамках, становится все меньше и меньше возможным. Если же он проявляет себя свободно, ему нужно быть готовым прослыть сексистом. Или кто-то скажет, что у него недостаточно толерантности, терпимости. Или его обвинят в избыточной жесткости, фашизме. То есть за свободную волю он получит по рукам, по губам или по попе. Если мужчина не получает поддержки, поощрения, согласия женщины на эту свободную волю, потом в кругу друзей, в кругу близких, на приеме у специалиста, может быть, со случайными людьми, он признается, что теряет мотивацию делать что-то для женщины. Желание исчезает, потому что свободная воля не нужна. Нужен
хороший исполнитель чужой воли. Он сделал что-то для женщины, а она не отреагировала так, как нужно, а она все равно устроила скандал, она все равно не любит его, как он бы хотел. Сказать он об этом не может, но звучит это приблизительно так. Я хочу, чтобы она приняла подарок, который заказала, но так, как я ей его подарю. Например, я ожидаю, что к этому подарку она должна будет приготовить вкусный салатик. Это и есть свободная воля мужчины. Я хочу, чтобы она приготовила салат, жаркое, борщ после того, как я подарю ей телефон. Казалось бы, он вроде как пытается навязать ей свою волю, но это его контекст, это его обертка для желания. Он без этой обертки чувствует себя просто использованным и часто из-за этого обессиленным. Способность женщины дать мужчине проявлять его волю, а также в момент, когда он дарит что-то, делает что-то, не критиковать его вот эти дополнительные элементы, а как-то принимать. А потом позже, в другое время, когда ситуация поменяется, можно выступить с какой-то даже критикой, с какими-то дополнительными ожиданиями, чтобы мужчина мог поразмыслить, во что же он завернул подарок. Но в момент, когда он его дарит, та обертка, которая есть, она для мужчины важнее, чем конфета внутри. Я бы даже рекомендовал женщинам, если вы о чем-то просите мужчину, о подарке, о услуге, о каком-то поступке, не принимайте и давайте мужчине дополнить это душой, дополнить каким-то еще большим желанием. Попросту говоря, чтобы он не откупался ровно тем, о чем его попросили, а чтобы он обязательно прибавил что-то свое, что-то от себя, кусочек своего сердца, своей любви, своего желания, своей страсти, влюбленности, интереса и так далее. И тогда фантазии мужчины будут завязываться на отношениях с этой женщиной.